Бородатый мужик какой-то. Это, наверное, медведь, я не знаю. Добрый день, уважаемые зрители. Будем пробовать делать вот такие вот садовые вертушки. Из предыдущего ролика, как кто смотрел, я делал вот такой тоненький щит. Теперь мы будем делать из него вот эту вертушку. Приблизительно прикинул, тут выйдет их две. Ну плюс эту елочку придется вырезать отдельно и садить на клей. Потом что-то добавим. Вот этот планчик я взял из сайта самоделка.нет. Правда, это было годика 3 назад. И сейчас ссылка на скачивание уже не активная. Добавлю ссылочку вот этого вот планчика у себя под видео. Кому нужно будет, просто скачаете. Сейчас я беру ножницы, вырезаю вот этих вот человечков. Судя по всему, это, понятно, бородатый мужик какой-то. Это, наверное, медведь, я не знаю. Суть работы этого изделия такова. Здесь будет размещаться сам винт. То есть, когда ветер будет, этот мужик будет топором ударять вот это бревно. И создаваться будет звук. Для чего это нужно? Это защита вашего участка от кротов. Если у вас много кротов на участке, на огороде, где-то возле дома, вот эта вот вещь очень хорошо помогает их отгонять. Приложу и обведу, и все-таки вырежу их из картона. Елочка здесь не просто так, это хвост, чтобы когда дует ветер, он держался в направлении. Что бы там кто ни говорил, для дачи реально от этих кротов защищаться. Столько всяких есть методов там придумать, но вертушка, которая будет издавать звук, реально их отгоняет. Это я проверял уже у себя. Можно не заморачиваться щитом, просто взять кусок фанеры и все. Да, елочка не помещается, ну да не беда. Ну вот, друзья, взял лобзик. У меня лобзик от Makita. Моделька. Вот, чтобы было видно. Буду использовать пилочки фирмы Rapid. Вот, немножко подровнял. Не совсем ровно, но ничего. Это можно будет немножко напилком поправить. Нашего бравого мужчину вырезать. Приблизительно вот так. Очень даже неплохо. Вот только что появилась такая идея, ребят. А почему мы не делать эти вертушки не склеенными? Хороший подарок, я думаю, ребенку, который хочет своими руками что-то сделать. Маленькую баночку клея, комплект. И вот, раз, два, приклеить. Только нужно просверлить все дырки, сделать все детали. Ребенок сложит и сам может разрисовать. Я считаю, прикольно.
взял такую дощечку. Будем делать винт. То есть я беру вот обычный циркуль. Я приблизительно выставил радиус. И делаю окружности. Делаю сколько хватит нашей доски. Вырезается окружность, прорезается на торце прорези и вклеивается лопасти. Решил немножко изменить конструкцию. Щит очень тоненький и делаем утолщение. Боюсь, что когда буду сверлить, где-то попадет в сторону и будет у нас просто где-то выйдет дырка. Если нет столярного клея, это все можно крепить без него. То есть просто берем вот ногу, деталь, прокалываем либо шилом, либо маленьким сверлом просверливаем, делаем две дырочки насквозь, эту с этой стороны. Берем маленькую проволочку, кручиваем пассатижиками, и все будет прекрасно держаться. Насчет покраски. Красить эти детали лучше отдельно. Посмотрите, какой забавный мужик у нас получился. Вот так вот предварительно получается. С запильчиками. Сделал вот такие вот прорези. Обычной ножовкой. Не используйте. Фигня полная. Нашел вот такие вот как бы клинья. Сейчас попробую подогнать их под размер. Ну вот так выходит. В качестве теста вот сделал так условный стенд. Просто пылесосом на обратку. Взял на гвоздь, чтобы показать, как это будет. Еще, ребят, взял все-таки, сделал тут такой радиус, срезал, округлил, потому что вот эта средняя часть лопастей, так как было ровно, немного цепляла. Сделал вот так. Видите этот кончик гвоздя? Это будет тяга. Она будет проходить сюда, засверливаться вот эту часть. И тут будет изгибчик. И здесь будет тоже небольшая маленькая тяга. И тут изгиб. Когда оно будет крутиться, то есть, грубо говоря, будет получаться эксцентрик. За счет этого вот этот мужик будет подниматься и опускаться. Как бы все у нас подсохло. Теперь вот приблизительно хочу прикинуть. Обводим это все карандашиком. Для ног почему я обвел? Сейчас буду окрашивать. Вот видите, вы вдали стоит краска. Прикупил я красочки. То есть это место я заклею малярным скотчем. Чтобы потом его вклеить, если вы будете вклеивать, то лучше оставить его чистым деревом, без краски. Вот я беру малярный скотч обычный, разбираем нашего человечка. Замотал на скорую руку. Тут малярным скотчем. Вот. А тут просто картонкой прикрыл туловище, которое будет другим цветом. Сейчас мы будем окрашивать наше основание в коричневый цвет. Наш топор в коричневый цвет. Потом, скорее всего, у меня есть зеленый и красный. То есть
самого мужика. Сделаем ему, например, зеленую кепку и там красное туловище. Или наоборот. Так само и ноги. Сделаем каким-то другим цветом. Такой пакетик одноразовый. И просто в месте, где будет переход от цвета до цвета, немножко проклеил. А сейчас это будет коричневым, а это потом зеленым. Наш винт и ноги окрашиваем в красный цвет.